Имя Ксении Собчак постоянно на слуху с начала нулевых. Тогда она прославилась своими громкими романами, эпатажными выходками и заявлениями. Ее называли русской Пэрис Хилтон, а она извлекала из скандальной славы неплохие дивиденды. Самый большой толчок карьере Ксении дала роль телеведущей в популярном реалити-шоу «Дом-2». Несмотря на видимую открытость Ксении перед публикой, ее есть что скрывать. Как, например, то, что у журналистки есть старшая сестра со стороны отца. До Людмилы Нарусовой, матери Ксении, ее отец Анатолий Собчак был в браке с другой женщиной. И от этого брака у него есть дочь Мария. Она уважаемый юрист и также старается не делать акцента на своем родстве со знаменитой сестрой. Мария считает, что Ксения компрометирует фамилию отца. Число громких скандалов, связанных с именем Ксении Собчак, просто бесконечно. Самые последние из них — это публичные споры с Викой Цыгановой, Ксенией Бородиной и Алишером Моргенштерном. Музыкант утверждает, что Собчак разрушила его музыкальную карьеру и заставила его покинуть Россию. С рэпером было запланировано провести интервью-реванш в Дубае. Стороны договорились об условиях, однако интервью по неизвестным причинам не состоялось. В прошлом году стало активно обсуждаться сообщение о том, что Ксения получила гражданство Израиля. Теперь у нее двойное гражданство. Новое обсуждение началось, когда начался конфликт между Палестиной и Израилем. Буквально каждый интересовался, примет ли телеведущая участие в защите своей новой родины. В ответ на это Собчак заявила, что ее возраст не подходит для службы, поэтому она просит отложить шутки про конные войска. Она также подчеркнула, что имеет еврейские корни и поэтому будет поддерживать Израиль. Не так давно Собчак решила поддержать свою подругу-уголовницу Блиновскую. На своей странице она оставила пост со словами возмущения. «Видите ли, Блиновская не заслуживает такого наказания. За более тяжкие преступления меньше дают», написала Ксения Анатольевна. После слов поддержки Блиновской Собчак подвергли критике. В число неодобряющих позицию Ксении Анатольевны вошла психолог Вероника Степанова. Стоит отметить, что именно к Степановой у Собчак тоже имеются претензии после ее поста о том, что во всех бедах Блиновской и Ивлеевой виновата Ксения Анатольевна. После слов поддержки Собчак в адрес Блиновской психолог Степанова выставила неутешительный диагноз Ксении Анатольевне. Ксения зашла в тревожно-депрессивное состояние, так как привычные финансовые потоки обходят ее стороной, а будущее туманно, написала Степанова. Ни дня без скандала. Видимо, таков главный лозунг Ксюши. Ивлеевская вечеринка в Мутаборе оставила неизгладимый след на теле всего российского шоу-бизнеса. Общественность еще никогда так не возмущалась. Какие могут быть бриллианты за 20 миллионов, когда страна находится в таком положении? После обнародования скандальных фото в сети общество забурлило не на шутку. Думаю, что засветившиеся в московском Мутаборе артисты даже представить не могли, чем это для них обернется. Вы помните, как в первые дни Ивлеева на пару с Собчак насмехались над народом и, буквально, гордились этим мероприятием? Но радость быстро сменилась слезами и извинениями. Тогда, в самый канун Нового года, полетели головы звезд самой первой величины. Многие из оскандалившихся звезд уже никогда не вернутся к прежним высотам и гонорарам. Вспомним хотя бы зашедшего не в ту дверь Киркорова. До этого он участвовал абсолютно везде и спокойно загребал свои миллионы. А что сейчас? А сейчас он сел не в тот самолет и улетел в Америку. Короля беспощадно убрали со всех афиш и исключили его фамилию из всех будущих мероприятий. Но и это еще не все. Не за горами лишение почетного статуса народный артист. Ни для кого не секрет, что так называемым двигателем процесса по отмене артистов стал лично Владимир Путин, который воочию увидел все прелести этого скандального мероприятия, включая тот самый белый носок. Реакция президента была довольно жесткой и, как говорят, многих удивила. О том, что Путин в курсе событий той вечеринки, известно давно. А вот кто проинформировал президента и показал ему скандальные кадры, оставалось секретом. Теорий и предположений было очень много. Единственное, что все четко понимали, так это то, что сделавший это человек был лично вхож в кабинет Владимира Путина. Недавно Ксения Собчак якобы рассекретила имя доносчика.
Она убеждена, именно режиссер Никита Михалков показал звезд голой вечеринки лично Путину. Собчак написала, что два ее очень надежных источника сообщили, что Путину об этом рассказал лично Никита Михалков. Причем не просто рассказал на словах, а подкрепил все сказанное фото и видеоматериалами. Журналистка подчеркивает, что Владимир Путин уважает и любит Никиту Сергеевича, именно поэтому, когда Михалкову необходимо, он вполне может донести свою позицию, сопроводить ее аргументами и убедить президента в своей точке зрения. Собчак уверена, что именно поэтому со стороны властей и пошла эта волна репрессий и так называемых отмен. При этом Собчак не отказывается от своих ранее сделанных извинений, она просто захотела узнать, кому следует сказать спасибо. Напомним, Михалков был одним из первых, кто подверг критике ту вечеринку. В одном из эфиров передачи «60 минут» журналисты попросили Никиту Сергеевича дать свою оценку этим событиям. После выхода поста Собчак свое слово сказал и сам Никита Сергеевич. В частности, он заявил, что не рассказывал президенту об этой вечеринке. Знаменитый режиссер отмечает, что во время встреч с Путиным у него есть более важные и интересные темы для разговоров, нежели чем эта вечеринка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что не было никакой необходимости в сливе фигурантов знаменитой вечеринки. Она заявила, что организаторы голой вечеринки сами пригласили представителей СМИ. Она отметила, что, судя по составу медиа, организаторы хотели, чтобы они вговорили. Вот что она написала. Тихо млею, когда читаю про приватный характер голодранного шабаша, про то, как кадры частной вечеринки были слиты в сеть, и закрытое мероприятие поневоле стало достоянием общественности, просочившись в интернет. Добрались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости господи, доносов. Да они с ума посходили, что ли? Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое? Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью. И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкций редакции ни один корреспондент никуда не пришел бы. Таким образом, Мария Захарова уверена, что организаторы вечеринки изначально не собирались ничего скрывать. И, напротив, все сделали для того, чтобы якобы приватное событие стало громким. И эта цель была достигнута. Еще не успел затихнуть этот громкий скандал, как Ксюша снова оказалась под ударом. Ксения столкнулась с требованием выплаты 50 миллионов рублей через суд за предполагаемые издевательства. Истец, некий эксперт, по счастью, Михаил, утверждает, что Собчак использовала его книгу в оскорбительных целях для продвижения рекламы, искажая ее содержание. Является ли это очередной попыткой хайпануть, или же Ксения Анатольевна действительно оскорбила чувства человека, опозорив его на всю Россию, решит суд. В своем иске он указал, что гражданка Собчак осознанно искажала цитаты, вырывая их из контекста, чтобы дискредитировать его книгу и продвигать рекламу своих клиентов. От участницы голой вечеринки также требует удаления видео с издевательствами с ее YouTube-канала. На этом пока все, но мы еще не раз услышим о Ксении. С нетерпением ждем новых скандалов.